Всем привет, это опять я. Остров Сахалин, Охотское море, залив Мордвинова. Толпа народу гоняется за зубастой корюшкой. Называется азиатская зубастая корюшка. Но мы все говорим слово зубарь, потому что у нас 3 вида корюшки. И слово зубарь говорится для того, чтобы понимать, какая именно. Народу здесь полным-полно. Ну, как сказать полным-полно? Если вот с точки зрения там города или человека, а с точки зрения моря, это вообще пыль какая-то. Сидит маленькая кучка человечков на каком-то дальнем краешке бескрайнего моря и что-то себе колупает лапками. Поймает котомочку рыбки и домой бежит. Так что в масштабе моря мы все мелки. Вот мой постоянный друг и напарник Виталий Сергеевич. Вон его мешочек. Всем привет, это снова он. Виталий Сергеевич не в настроении. Вот это вот моя рыба, все мое. Вкладыш Виталия. Очень просто определить. Видите, сидят люди, никто не двигается. А вон там, видите, руками машут. Значит, там ловит. Поэтому мы в надежде, что сейчас и к нам немножко переползет. Прямо аж щелкает подбросом. Куда люди едут? От добра добра ищут. Клевало же. Не перестала. У меня, кстати, вот почему-то сейчас только на правую гирлянду на черный клюет. Что-то у нас тут клев приглох, а вот у соседей вроде поклевывает. Лунок у них там набурено много, поэтому надо сходить попробовать, как оно. Перешли на новое место. Народу тут поменьше. Но рыбка вроде есть. Сейчас постоянно чувствую касание шнура рыбой. Леска, поскольку плетенка, позволяет чувствовать какие-то задевы. Но единственное непонятно, это поклевки или просто рыба идет эшелоном выше и просто касается над крючками шнура. Опа-на. Вот так вот. В режиме лифта. Там даже прям такие здоровые вылавливали. Ну, в единичном экземпляре, но прям 45-го размера. Да. А такой вот и хорошо сушит. Да? Быстро. И в баню брать не жалко. Ну, Хороший себе сложил, надо. А это прям пакетами можно. Поклевочки слабенькие, вяленькие. Да и рыба не крупная. Но у нас вот на предыдущем месте такая же маленькая рыбка клевала просто ударом. Так что это, видимо, просто слабенькая, мало кушала.
Так-то зубарь клюет снизу, поэтому чаще всего вместо вот какой-то поклевки вниз я чувствую просто резкую слабину. Резко куда-то пропадает вес грузила. Опа-на. Вон там вот мой стульчик. Там, где стульчик, клевать перестало. Пришлось перейти буквально шагов 15. Снова клюет. Так и бегаем за рыбой весь день. Ну, давай. Давай. Что такое? О! Хапнула. Не сказать, чтоб крупный, но для сушки уже нормально. Все, глаз порадует. Да и то, клюет, и слава богу, лишь бы клевал, лишь бы не пустой. Какой хороший подбросик был, качественный. Прям видно с голодухи. Там в толще воды, ближе к льду и на дне, плавают везде миллионы маленьких креветочек и креветкоподобных всяких существ. В том числе и совсем мелкий зоопланктон. Такими большими оранжевыми коврами плавает. Креветки разного цвета. Мне встречались и прозрачные, и фиолетовые, темно-фиолетовые, там ближе к черному. И вот этот вот зубарь. Ну, там еще плавает навага, там плавает малоротая корюшка. Они все эту креветку дружно лопают. Из этой креветки их трудно сушить, потому что пузо полное креветки сохнет из-за нее дольше, пока из креветки вся влага... Ух ты! Пока из креветки вся влага уйдет, 100 лет пройдет. Вот это жир. Жир срываться не хочет. Вот такую рыбалку я люблю. Тишина, спокойствие. Солнышко только что светило, жара. Я вот видите, без перчаток, даже без куртки. Жара была. Вот сейчас вот солнце тучи закрыло, но все равно тепло. Да еще потому что ветра нет. Чувствуешь себя чрезвычайно комфортно. А вот подобные сцены, как сейчас, вот все в снегоходах, я люблю называть «Безумный Макс. Дорога ярости». Там тоже ехал каждый на чем гораст. А здесь еще взаимовыручка. Битый не битого везет. А вон те флаги на снегоходах, это чтобы этот таксист, это чтобы люди и узнавали, что он таксист, и чтобы он вот в этом бескрайнем льду со своими клиентами, скажем так, обозначал свое местоположение. Просто говорил им, вот где красный флажок, подходите туда. Опа-на. Вот опять постоял там поклевало и прекратило. Вернулся на свои предыдущие лунки. Здесь опять клюет. Ну ё-моё, какой. Здесь в данном случае преимущество ловли с двух рук. То, что на каждой удочке разная гирлянда. То есть разного цвета и размера крючки. На крючках разная нитка, разный лак. Все разное. Поэтому если рыба не клюет на одно, то она хапнет на другое. Сейчас так бывает, то что опа-на. Вот сейчас видите, вторая поклевка подряд вот на правую руку, тут черные крючки. А вот соседние синие крючки, которая до этого вот как раз несколько рыбок принесла, молчит. То есть
И так очень часто как бы и бывает. То есть 10 минут на одну клюет, потом подходит другая рыба, готовая клевать на другое. И клюет на это. То есть если бы я сидел с одной удочкой, я бы по логике вещей поймал бы меньше. Опа-на. Ну вот опять сами видели. Третья поклевка подряд на одну и ту же гирлянду. Соседняя молчит. Черные крючочки. Открытие для меня в этом году. Просто открытие, черные крючочки. Я до этого как-то, знаете, вот классика, с детства привык к серебряным крючкам. Ну вот типа там считается зубарь, классика, серебристые крючки. Да, не спорю, классика серебристые. Но вот сегодня с утра на серебристые клевала, потом как отрезала. И серебристые у меня были вместе с синими. На синие клевала гораздо лучше. Потом я серебристые убрал, заменил серебристые черными. Там что-то 2 или 3 недели. Можно вообще просто самому подготовиться, пойти экзамен сдать. Он же все равно экзамен неделю давать будет. Конечно. Поход? Не, ну мы сдавали еще в Аниве, но я сдавал 20 лет назад. А мы прям на Лютоке сдавали, там у них пост МЧС был. А, На Лютоке мы на катере там туда-сюда проехали. да, ближе к устью после МЧС до сих пор стоит. Еще был пост МЧС, выше был как раз приход, что там до сих пор. Это 9,9 киловатт. Потом ты понимаешь, что 9,9 Это мало. это несерьезно. Ну это как мотоцикл. Покупаешь мотоцикл, водишься на жизнь. Да, да. Садишься на шос, ну совсем по-другому. Садишься на мотоцикл, мотоцикл не выйдет. Вот, едут снегоходы, а лед под ними идет волнами. Вот сейчас прям было очень хорошо заметно, как лед. Ну, он до сих пор немножко колышется. Но вдаль уже все колебания прошли. Поначалу было явственно видно, как перед снегоходом идет волна. Вот, все уезжают уже со льда, наловились рыбы, а кто-то, может, и не наловился, но уезжают. Солнце потихоньку закатывается. Еще и пошел такой густой снег. Снегоходы, основная масса, проехали. Увезли большую часть народа издалека с моря. И уже вот возвращаются какие-то последние. Поэтому так довольно тихо стало. У меня вот здесь вот уже лежит 120 штук. Ну и здесь еще какое-то количество. Мне рыбу считать по штукам нужно, потому что у меня на вешалах только 140 гвоздей. Я каждый раз вынужден доставать из закромов только 140 зубарей и сушить их разом. Поэтому если у меня, допустим, будет 160 там, или 200, то я их все равно разделю на две части. В одной будет 140, а во второй сколько останется, чтобы завесить полностью вешала. Очень красивая рыба. У нее шикарный экстерьер. Здесь белая, здесь вот переливы даже немножко с фиолетовым, зеленым. Спинка такая темная. Ну и зубарь, потому что у нее огромная
зубастая пасть. И зубы прям, ну, ноготь они поцарапают точно. И он этой зубастой пастью ловит маленькую рыбку, креветок, планктон. Уже завечерело, а мы на снеготакси. На снеготакси едем до берега. Вот берег. Ой, вот снеготакси. И пора вываливаться, отсечь. Ой. Фух. Смотрите, какое роскошное снеготакси. И не менее роскошный пилот. Просто канолевая машинка. Экспедишн новенький. Как сказал 37-летний Виталий Сергеевич, я когда вырасту, тоже все такое куплю. Да-да-да. В свои-то 37-то ничего страшного. Дам в описании к видео телефон человека. Пользуйтесь, если хотите покататься вот на таком вот роскошном снеготакси. А вот эта штука называется скупка. Много кто своего зубаря сразу вот на корню продает, сдает вот так вот. Скупщики принимают мешками, грузят, увозят, потом, ну, естественно, перепродают. Я свой улов не продаю никогда. Ну и по традиции коротенечко о снастях. Удочки у меня, как обычно, Maximus Revolt Ice Pro X до 30 грамм. Больше, в принципе, особенно-то и не нужно, они уже жесткие. О, все пальцы в чешуе рыбей. Ладно. Катушка Black Side Ice Zil. Она чем хороша? То, что вот видите, вот здесь вот зазор. В этот зазор можно просунуть леску и спокойненько, и вот здесь зазор, и спокойненько намотать гирлянду на шпулю. И гирлянда очень быстро с этой шпули, когда вам нужно размотать ее, в боевое положение привести, она оттуда молниеносно слетает вот так вот. Просто вся уходит. Очень удобно. На одной гирлянде были синие крючки с зеленым тельцем и с лимонной, наоборот. Лимонное тельце и зеленая метелка. И на второй удочке черные крючки, зеленое тело и зеленая же метелка. Отработали синие крючки примерно 40%, черные примерно 60%. Вот такой улов. Это гирлянды без названия, это гирлянды ручной работы. Покупаю вот просто вот на таких вот простых вот мотовилах. Продаются, ну, в большинстве магазинов города, в частности, там главные рыболовные, на крючке, перекат. Чем лучше заводских, то что вяжутся крепче. То есть крючки из поводков почти не отрываются. Максимум там вы сами что-то растопчете, раздавите, а чтоб на рыбе, такого еще не было. Ну вот я и добрался до дома, значит, время для рубрики «Говорящие руки». Пока суть до дела, пока доехал с рыбалки, пока разобрал улов, уже достаточно поздно. Так что не хочется уже и на ночь много плотно есть, но в то же время кушать хочется, и хочется свеженькой рыбки. И не хочется на ночь кучу посуды мыть. Поэтому вот у меня сейчас такой рецепт, я его даже называю вот холостяцким, настолько простой. Я буду готовить на гриле, но прекрасно подойдет и сковорода. Так, пока гриль греется, корюшка, я ее заранее немножечко подсолил, чтобы шкурка стала потверже, подеревянней. Я бы ее целиком жарил, но я вот сегодня это говорил, она ест много креветки, желудок ей забит, а креветка в жареном виде горчит. Поэтому гораздо лучше сейчас ее быстренько почистить. Чищу я всегда ее очень просто. Прорезал спинку до позвоночника. Вот так вот это выглядит. А потом вот так вот ножом просто вырвал все внутренности. Получилась просто вот такая вот тушка. Чистится, как видите, все действительно молниеносно. Теперь дело за соусом. Соус вот здесь вот лежит, ну, это для 4 рыбок, 1/4 чайной ложки сахара. Туда примерно
1 столовую ложку соевого соуса. Теперь этот соус нужно поставить на 5-6 секунд, я повторяюсь, именно секунд, в микроволновую печку. В микроволновке эта смесь очень быстро разогревается. Ее вот так нужно немножко разболтать кисточкой, чтобы сахар растворился в соевом соусе. Ну, собственно, на этом соус готов. А так гриль разогрелся. Оу. Так. Тут можно, конечно, жарить без масла. Он тефлоновый. Но уж извините, я люблю с маслом. Прошло минуты полторы. Ну-ка, что там? Корюшка уже, по сути, за эти 1,5 минуты вполне себе доходит до готовности. Но буквально вот на 30 секунд ее полезно снова поставить на гриле, но уже обмазанную вот этим соусом. Ух, как поперло, а! А запах. Сразу начал гореть сахар, соевый соус. Усилило все это. Запах рыбы. Просто суперски сейчас стало. Ну, мне кажется, пора сделать вот так. Ну, выглядит, знаете, вот по-ресторанному. Чрезвычайно аппетитно. Дождусь чуть-чуть, пока остынет. И отпробую. Ну вот, рыбка и готова. Суммарно рыба готовилась 2 минуты и остывала еще минутки 3. То есть рецепт просто молниеносный. Вот этих рыбок я мазал сверху. А вот эту рыбку я тоже мазал сверху, но сейчас я ее перевернул нижней частью. И как видите, она тоже оказалась смазанной. Поэтому из-за волнистой структуры гриля не требуется нижнюю часть смазывать. Соус и сам туда прекрасно попадет. Вот здесь вот торчит кусочек этой икра. Икру надо попробовать первым делом. Все, поразбежалась. Ну, икра у корюшки всегда, даже без комментариев, очень вкусно. Рыба очень нежная и на вкус сладкая. То, что она сладкая, это означает, что она свежая. Если корюшку подержать хотя бы месяц-два в морозилке, ни о какой сладости уже речи не идет. Сладость — это то, что покидает рыбу свежую первым делом. Отличнейшее простое блюдо. Всем пока-пока. До свидания.